Андрей Павленко – специалист, который провел около 2500 операций. Он один из лучших онкологов страны, однако в ноябре 2017 года его начали мучать некоторые боли в желудке. После гастроскопии удалось обнаружить некоторые новообразования. Оказалось, что у Андрея рак желудка 3-й степени. Узнав о диагнозе, он сразу понял, что будет бороться. Также он начал снимать влог, чтобы показать другим людям, что рак – это не приговор. По последней информации, первичная опухоль уменьшилась на 50%, наблюдается регресс опухолей в лимфоузлах. Скрытое течение болезни не позволяло мне заподозрить, что она существует. И возраст 39 лет. Эти два фактора не позволили мне провести скрининговое обследование, отметил Андрей. Сначала он считал, что проблемы со здоровьем вызваны исключительно его проблемами с питанием и нервным образом жизни. Ранее он сам говорил некоторым пациентам, что они скоро умрут. Специалист ведет влог, чтобы озвучить все людям. Эта история, как человек должен реагировать на очень тяжелый диагноз, который угрожает тебе, заметил Андрей. У Андрея растут 3 детей и есть супруга, с которой они счастливы в браке 16 лет. Женщина тяжело восприняла известие о болезни. 14-летняя дочь плакала в подушку. Она помогала маме брить голову, когда у Андрея начали выпадать волосы. Я начал писать записки, свои мысли. Мы больше общаемся и разговариваем, отметил Павленко. Андрей хочет использовать каждую минуту, чтобы побыть рядом с близкими. Мужчина полностью сменил рацион питания. После 2-го курса терапии он стал чувствовать себя лучше. Его жена Аня теперь готовит все пропаренное. Не хотелось верить, что это произошло с моим любимым человеком, едва сдерживая слезы, говорит супруга. Павленко считает, что рак – это испытание, которое они должны пройти вдвоем. Аня признается: «Я боюсь его потерять». Она мечтает съездить с семьей в Грузию, где она выросла. Он сильный человек, сильнее, чем мы близкие. Сейчас мы заражены его позитивом, стремлением жить, отметила Аня в студии программы. Также Андрея поддерживают его коллеги и ученики. Они даже устроили флешмоб и побрились на лысо. Недавно Павленко отметил 40-летие. Обычно у людей не принято отмечать такой юбилей, однако он решил нарушить правила. Мамы Павленко не было на эфире, так как ей очень тяжело. Она находится в постоянном контакте с Аней, которая говорит ей о состоянии Андрея.
Дети, появившиеся в студии передачи, отметили, что они мечтают лишь об одном, чтобы их папа побыстрее выздоровел.